Астрономы буквально каждый день узнают о космосе удивительные вещи. Только что стало известно о необычных вспышках на Солнце, аналогичных земным снежным лавинам. Чуть раньше обнаружили планеты с плотностью пенопласта, а вокруг мертвой звезды — великолепную радугу. Все яркие находки широко освещаются в прессе, но астрономы, похоже, порой скрывают от нас некоторые серьезные моменты. Если глубже разобраться, даже космос выглядит не так, как нам его представляют. Это путешествие мы посвятим именно таким, невероятно увлекательным, но скрытым достижениям космической науки. Что нас ждет в неизведанных местах? Страшные события? Яркие достопримечательности или... Не исключен ни один из вариантов, но в любом случае будут крутые впечатления. Загружайте все свое снаряжение в космический корабль и отправляемся в путь. На первый взгляд, в Солнечной системе останавливаться не стоит. Она неплохо изучена, и здесь ничего невозможно утаить. В реальности все не так. Нам, например, стоит лучше присмотреться к самому большому чудаку Солнечной системы — Урану. Этот прекрасный ледяной мир не перепутаешь ни с одной планетой. Он вращается на боку, как будто его опрокинули какие-то космические силы. Сейчас считается, что у Урана 29 спутников. Все под стать своей необычной планете, поскольку имеют такой же наклон оси в 98 градусов. С этими странными лунами у астрономов не все складывается гладко. Сначала открыли 5 самых крупных, но в дальнейшем ими не особо интересовались. Маленькие объекты на задворках Солнечной системы считались полностью замороженными, лишенными любой активности. Новая информация о них мало попадала в публичную плоскость. В 1986 году, когда мимо Урана пролетел Voyager 2, все изменилось. Космический аппарат передал сенсационные снимки планеты и ее 5 основных спутников. После анализа изображений ученые пришли к выводу, что луны могут оказаться далеко не мертвыми мирами, и их у странной планеты намного больше, чем считалось. Интересна малоизвестная история 2 таких новичков. Астроном Эрих Каркошка на старых снимках Voyager 2 заметил слабый светящийся объект в той области, где ранее спутников не наблюдали. Ученый суммировал десятки кадров, выровняв их по предполагаемой орбите, отфильтровал фон и шум. Таким образом, ему удалось вытянуть из данных крошечную луну. Ее назвали Пердитой, в честь персонажа пьесы Шекспира «Зимняя сказка». Позже снимки космического телескопа Хаббл помогли подтвердить, что в том месте действительно есть спутник. После этого Пердита официально признана астрономами. Орбита Луны находится в резонансе с более массивным спутником Белиндой, то есть обе движутся почти синхронно. Белинда своей гравитацией постоянно слегка пинает соседку, но удерживает ее орбиту в устойчивом ритме. Этот резонанс делает движение Пердиты отчасти нерегулярным, из-за чего на старых фото ее долго не замечали. Удачнее прятался от астрономов еще один спутник Урана — Купидон. Его нашли среди снимков Voyager 2 лишь в 21 веке, спустя почти 20 лет после Пердиты. Это неудивительно, ведь диаметр крошечной Луны составляет лишь около 18 километров, а ее альбедо, отражательная способность, ниже, чем у угля. Орбита спутника проходит всего в 74 тысячах километров от Урана, прямо у ослепительно яркого кольца. Понятно, что Луна-дюймовочка долго оставалась невидимкой в этом сиянии. Ее существование удалось подтвердить с помощью Хаббла и новых алгоритмов анализа. После совмещения сотен кадров и подавления фонового шума на орбите между Белиндой и Пердитой появилась крошечная светлая точка. Еще одна луна Урана. Ее официально внесли в список спутников планеты и назвали Купидоном, как персонажа пьесы Шекспира «Тимон Афинский». Купидон движется всего в нескольких тысячах километров от крупной Белинды, из-за чего траектория спутника слегка шатается. По моделям НАСА, малые луны Урана вообще постоянно обмениваются орбитальной энергией. Небольшие внутренние спутники возмущают орбиты друг друга.
В целом эта система оценивается учеными как хаотичная и, по-видимому, нестабильная. Через миллионы лет некоторые луны Урана, скорее всего, столкнутся или даже без внешнего удара распадутся на куски. Два небесных тела, с которыми мы познакомились, тоже, вероятно, ждет подобная судьба. Вторая цель нашего путешествия тоже расположена в Солнечной системе. Это карликовая планета Церера в поясе астероидов, между Марсом и Юпитером. Маленькая, но очень влажная штучка. Раньше предполагалось, что ее кора включает только 30% замерзшей воды, однако новое исследование показало практически невозможное. Церера – уникальное водохранилище Солнечной системы. Ее поверхностный слой более чем на 90% состоит из водяного льда. Открытие могло бы стать настоящей сенсацией, но оно как-то оказалось в тени других. Может потому, что сейчас карликовая планета представляет собой просто ледышку гигантского размера. Тем не менее, она остается уникальным миром. Это самая близкая к Земле карликовая планета и единственная в Солнечной системе, которая не находится за орбитой Нептуна. Ее диаметр всего 950 километров, в 2 раза меньше, чем у карликовой планеты Плутон. В то же время Церера является крупнейшим объектом пояса астероидов. И все же лед остается ее самой главной фишкой. Когда-то, возможно, он был жидкой водой. Данные космического аппарата Даун показали, что в прошлом Церера представляла собой удивительный океанический мир. Позже он замерз. Часть воды, превратившаяся в лед, криовулканы выбросили из ее недр, где находятся каменное ядро и водная мантия. Последнее подобное извержение произошло почти 2 миллиона лет назад. На его месте обнаружены следы больших скоплений соли, возникших в результате активности вулкана Ахуна-Монс. Его фото сделал межпланетный зонд НАСА «Рассвет». Мы видим на снимках гору в виде пирамиды, высотой около 4 километров. Этот вулкан, похоже, единственный на Церере. Он озадачил астрономов тем, что не завел ни одного соседа. Но почему ученым это показалось неестественным? Дело в том, что вулканы очень редко возникают на планетах в одиночку. На Церере по какой-то причине данное правило не работает. После исследований ученым удалось все объяснить. Оказалось, что Ахуна-Монс – самый молодой криовулкан карликовой планеты, а другие, более старые, не сохранились. Миллионы лет назад на Церере, скорее всего, было множество извергающих криомагму разрывов в коре. По мнению ученых, бугристая вулканическая поверхность в течение длительного периода времени попросту выровнялась. Процесс связан не с эрозией почвы, как бывает с горами и вулканами на Земле. В условиях Цереры криовулканы просто вытекли из своей формы. Ахуна-Монс, которому всего 200 миллионов лет, не успел подвергнуться этому процессу. Лед на Церере, который он выбросил вместе с другими вулканами, оказался намного прочнее, чем предполагалось. Причиной являются примеси из вязких горных пород. Ученые считают, что именно состав льда позволил замерзшей коре небесного тела почти не меняться в течение миллиардов лет. Еще это означает, что океан на Церере в прошлом не был полностью жидким. Когда глобальный водоем карликовой планеты замерз, то образовал ледяную кору с небольшими примесями каменистого материала. Подтвердить результаты нового исследования можно только с помощью новой миссии на Цереру. Посадочный модуль должен взять образцы из древнего океана, остатки которого находятся на поверхности карликовой планеты. Возможно, это принесет удивительные открытия. Правда, ученые не надеются найти под замерзшей корой этой ледяной королевы Солнечной системы признаки жизни, несмотря на обилие воды. А вот еще в одном мире, соседнем с нами, не все так однозначно. Речь идет о Венере, и ее загадка станет третьей целью нашего полета. Мы со школы знаем об адских условиях на этой планете. Там мгновенно погибнет любое существо, включая микроорганизмы. Неужели в подобном аду есть место для оазисов жизни? Об этом астрономы размышляют с давних времен. Гипотеза о том, что соседние с нами планеты обитаемы, возникла в античности и пользовалась популярностью до середины 20 века.
Например, уже в 1761 году заговорили об атмосфере Венеры, и появилось мнение, что там можно найти развитые формы жизни. Причем даже с большей вероятностью, чем на холодном, лишенном больших водоемов Марсе. Поверхность Венеры плохо просматривалась сквозь плотные слои атмосферы, и можно было фантазировать сколько угодно. Впрочем, позже версия о развитых инопланетянах была задвинута на второй план. В XIX веке популярность приобрела космологическая гипотеза Канта-Лапласа. В ней подразумевалось, что чем ближе планета к Солнцу, тем она моложе. То есть Венера сформировалась позже Земли, и на ней, скорее всего, царит эпоха динозавров. Ну или там распространены гигантские насекомые, либо другие примитивные создания, которые у нас давно вымерли. Тогда Венеру уже рассматривали как раскаленную пустыню, где жизнь сосредоточена лишь в оазисах с более или менее сносными природными условиями. Реальная картина оказалась намного хуже. В 1961 году советская космическая станция «Венера-1» отправилась к планете, но связь с ней быстро потерялась. Последующие запуски тоже не принесли результата. Успех пришел только в 1967 году, когда Венера-4 погрузилась в атмосферу загадочной планеты. На высоте примерно 25 километров она перестала передавать данные. Но те, что удалось получить, говорили о кошмарных природных условиях вблизи поверхности. Показатели температуры достигали 450-500 градусов Цельсия, а давление 65-92 бар. То есть в том мире моментально расплющит и уничтожит жаром любое существо. Неутешительные выводы подтвердили все последующие миссии. Начиная с Венеры-5 в 1969 году, заканчивая Венерой-16 в 1983. На снимках, переданных с поверхности, предстал жуткий раскаленный мир. После этого ученые пришли к консенсусу: жизни на планете нет и никогда не было. А если гипотезы об обитаемости этого ада и всплывали, о них предпочитали не упоминать. Так случилось с заявлением российского астрофизика Леонида Ксанфомолити. В 2012-2014 годах он опубликовал серию статей о том, что какие-то существа на поверхности Венеры все же есть. Некоторые ученые восприняли это как просто желание создать сенсацию. По каким причинам астрофизик заселил венерианский ад? Вывод был сделан после детального изучения панорам, составленных из снимков станций Венера-9 и Венера-13. Сравнивая их друг с другом, Ксанфомолити заметил, что некоторые объекты менялись во время съемки. Так, Венера-4 сняла объект длиной 15-17 см со сложной структурой. Он появился в панораме на 90-й минуте, а затем исчез. Объект демонстрировал признаки живого существа. Сначала на грунте, отброшенном в сторону при посадке аппарата, возникла канавка. Через час в ней стал виден вроде бы скорпион, а на 119-й минуте он уполз из поля зрения камеры. Ксанфомолити указал, что похожий объект появляется и на снимках Венеры-9. А если внимательно изучить кадры Венеры-14, то среди камней можно различить и другие упорядоченные структуры. Они напоминают стебли, ящерицу и змейку. Астрофизик предложил назвать странные объекты гесперами, поскольку в Древней Греции дали имя Геспер вечерней Венере на нашем небе. Подводя итог своим наблюдениям, он заявил, что небольшие существа вполне могли эволюционировать из микроорганизмов, подобных земным автотрофным прокариотам. Эти создания, вероятно, использовали вместо фотосинтеза хемосинтез, то есть вырабатывали энергию в процессе окисления неорганических соединений. Многие коллеги Леонида Ксанфомолити и сотрудники НАСА раскритиковали эту гипотезу. Так, специалист по фотоматериалам Тед Стрик посчитал аномалии побочным эффектом работы инструментов или посадочных систем аппаратов Венера. И гипотезу о гесперах в дальнейшем старались меньше замечать. Однако не прошло и 10 лет, как гипотетическая венерианская жизнь вновь оказалась в центре внимания. На этот раз в ее пользу высказалась международная группа астрономов под руководством Джейн Грифс. Ученые обобщили результаты исследований, проведенных с помощью телескопа JCMT на Гавайских островах и системы ALMA в Чили.
Оба инструмента наблюдали Венеру на длине волны около 1 мм, значительно превышающей возможности человеческого глаза. В 2020 году исследователи опубликовали статью о фосфине в венерианской атмосфере. Это соединение фосфора с водородом, бесцветный ядовитый газ, который в отдельных случаях имеет запах тухлой рыбы. В естественных условиях на Земле его вырабатывают микробы, которые обитают в бескислородной среде. Концентрация соединения в облаках планеты очень мала, около 20 молекул на миллиард. Тем не менее, этого хватает, чтобы рассматривать его как биомаркер, признак того, что на Венере идут скрытые биологические процессы. Может ли данное вещество иметь другую природу? Ученые рассмотрели альтернативные версии образования фосфина в результате воздействия солнечного света вулканических извержений. Ни одна из них не объяснила такой высокой концентрации этого вещества на Венере. Если источником фосфина действительно служат микроорганизмы, то вряд ли их можно найти на поверхности планеты. Скорее всего, они обитают в верхних слоях атмосферы. На высоте 50 километров температура держится в пределах 30-50 градусов Цельсия, а давление иногда ниже 1 бара. Казалось бы, вполне благоприятная среда. Только вот венерианские облака состоят из концентрированной серной кислоты, которая убийственна для любых земных организмов. Значит, возможные обитатели Венеры должны от нас сильно биологически отличаться. В научном мире полностью не проигнорировали данное открытие, но прокомментировали его очень осторожно. Возможно, мы просто слишком сильно мечтаем обнаружить каких-то существ на соседней планете. И в очередной раз видим жизнь там, где ее нет. А происхождение фосфина все же объясняется экстремальными природными условиями. Расставить все точки в этом вопросе поможет лишь прямое изучение Венеры космическими аппаратами. Но может, у Солнечной системы есть другая перспектива расширить список обитаемых планет. Просто ученые нам об этом не говорят. Давайте разберемся, о чем может идти речь. Наш 4-й маршрут будет весьма неопределенным. Придется просто блуждать по космосу в надежде встретить каких-то небесных скитальцев. Ученые говорят, что в пространстве много планет-изгоев. Так называют миры, не привязанные гравитацией ни к одной звезде. Если подобная планета находится в галактике, она обращается непосредственно вокруг галактического ядра. Бывают и межгалактические скиталицы, которые вообще не имеют орбиту. Астрономы считают, что всех их лишает постоянной прописки какой-то катаклизм. Например, выбрасывает из родительской системы гравитационное воздействие более крупной планеты. Первого изгоя астрономы обнаружили в 2000 году и с тех пор постоянно пополняют их каталог. В 2026 году им попалась блуждающая планета размером с Сатурн в центре Млечного Пути. Она движется, куда придется, по созвездию Стрельца, на расстоянии 9,9 тысяч световых лет от Земли. Это подтверждает возможность выброса не только мелких, но и крупных планет из их звездных систем. Однако, согласитесь, всем больше интересны планеты, похожие на нашу. Моделирование показало, что их много. Чаще всего изгоями становятся землеподобные планеты из молодых звездных систем. В этот момент орбиты небесных тел еще нестабильны, и гравитация может просто вытолкнуть некоторые из них в пустоту. Так команда астрономов из университета Бордо выявила 2 подобных планеты. Ученые натолкнулись на них при анализе данных наземных и орбитальных телескопов за 20 лет. Первая из планет размером примерно с Нептун, а вторая похожа на Землю. Еще известна землеподобная скиталица 2М1207b, которая преподнесла астрономам неожиданный сюрприз. Оказалось, что объект обладает обширным пылевым облаком из мелких частиц. Без сомнения, он представляет собой потрясающее зрелище. Но какое отношение изгои могут иметь к потенциально обитаемым мирам? Действительно, любую изгнанницу ждет ужасная судьба. Вне звездной системы ее поверхность постепенно остынет до температуры открытого космоса – минус 270 градусов. Если там есть океаны, то вода в них быстро превратится в твердый, как камень, лед. Вряд ли во время путешествия к этим мирам мы найдем что-либо, кроме жуткого холода и пустоты.
Какие зеленые человечки или разумные ящеры способны существовать в таком аду? Здесь трудно поспорить. Но некоторые исследователи все же на это решаются. Их идеи в научном мире предпочитали долго скрывать. Уж в слишком большом диссонансе они находятся с принятыми версиями. Но со всплеском интереса к потенциально обитаемым мирам на поверхность всплыли многие альтернативные взгляды, в том числе на планеты-изгои. Профессор технологического института Флориды Манасви Лингама считает, что в таких мирах может бурлить жизнь. Как такое возможно? Давайте рассмотрим на примере некой каменистой страницы, похожей на Землю. Из ее ядра миллиарды лет способно исходить тепло и поддерживать жизнь в подземных океанах. Если объект защищают магнитосфера, созданная геодинамо, и вулканизм морского дна, гидротермальные источники могут обеспечить энергию для жизни. Примеры мы найдем на Земле. Подо льдами Антарктиды на глубине около 1,6 километров обнаружены незамерзшие озера и реки. Там обитают микробы, моллюски, странные рыбы. Подобные существа, возможно, есть подо льдами странствующих планет и даже на их поверхности. Правда, необходимым условием для развития жизни является плотная водородная атмосфера вокруг изгоя. Она позволит удержать на поверхности объекта тепло от его ядра. Большой спутник, который теоретически может быть у таких планет, тоже поддаст жару, растягивая и сжимая соседку своей гравитацией. Но откуда организмам брать энергию для метаболизма? Ученые предлагают примерный ответ. Некоторые галактики испускают интенсивное излучение, когда вещество падает в сверхмассивные черные дыры в их центрах. Если изгой находится рядом с этим центром, так называемым галактическим ядром, то может использовать излучение для фотосинтеза. При этом от смертельных ультрафиолетовых лучей планету прикроют ее природные щиты, такие как почва или вода океана. Не исключено, что в какой-то момент одна из подобных изгнанниц решит заглянуть к Солнцу на огонек. Тогда в нашей системе может появиться еще один обитаемый мир. Или нет? Незнакомка, по некоторым расчетам, может разрушить орбиты планет и выбросить в космос меньше из них, в том числе и Землю. Однако большая опасность нашей планете может грозить не от далеких чужаков, а уроженки своей же собственной системы. Эту незнакомку ученые ищут десятки лет. Как ее только не называют. Девятой планетой или планетой X, которая прячется в ледяном поясе Койпера на окраине Солнечной системы. Фаэтоном, каким-то чудом скрывающимся в довольно близком к нам поясе астероидов, между Марсом и Юпитером. Но особенно опасной считается гипотетическая Нибиру, которая скитается вне зоны нашей звезды. Вернувшись обратно, она может нанести смертельный удар. Наш пятый маршрут будет посвящен поиску этой грозной незнакомки. Идея о существовании Нибиру появилась еще у древних шумеров, тысячи лет назад. Согласно легендам, эта планета родилась в Солнечной системе, но потом в результате какого-то катаклизма ее выбросило из родительского гнезда. Однажды она возвращалась в родные края и опять неудачно. Планета вновь не разрулила в пространстве с каким-то объектом и разрушилась. Так между Марсом и Юпитером появился пояс астероидов. Но Нибиру по этой версии не полностью разлетелась на куски, хотя ее изрядно потрепало. Собрав силы, покалеченная планета поспешила ретироваться куда-то в космические глубины. Однажды она захочет взять реванш и вернется назад. Правда, на календаре уже 21 век, а незнакомка все не прилетает. Хотя это не мешает поклонникам теории чуть ли не ежегодно предсказывать конец света из-за появления Нибиру. По их мнению, в этот раз планета точно врежется в Землю и разнесет ее на части, ну или в лучшем случае сметет с орбиты, отправив в бесконечное скитание по холодному темному космосу. Ученые мало верят в эту гипотезу, особенно после исследований космического зонда WISE, который представлял собой чрезвычайно чувствительный инфракрасный телескоп. Он просканировал небо вокруг Солнечной системы, но Нибиру не нашел. Тем более научный мир отвергает возможность столкновения Земли с гипотетической планетой. Время от времени насчет Нибиру всплывают новые идеи, однако ученые не спешат их распространять.
Версии всегда оказываются практически необоснованными, потому могут вызвать в обществе лишь ненужный ажиотаж. Последнее заявление исследователей как-то тоже не выстрелило, и оно напрямую касается не только гипотетической планеты, но и нашей вполне реальной Земли. Английский физик Роберт Мэтьюс признал, что существует небольшая вероятность столкновения Земли с загадочной Нибиру. Вместе с коллегами он создал компьютерную модель, в которой огромная планета внезапно появляется в Солнечной системе и тормозит где-то между Марсом и Юпитером. Если это произойдет, то последствия для Земли действительно будут очень плохими. Наша планета может сойти с орбиты или даже столкнуться с незваной гостьей лоб в лоб, если Нибиру решит двигаться ближе к Солнцу. После такого удара Земля превратится в груду обломков, образовав еще один пояс астероидов вокруг Солнца. Так стоит ли нам бояться грозной гостьи? Вероятность ее смертельного визита по моделям Мэтьюза не превышает 0,01%. Но она все-таки есть. Лучше держаться начеку, ведь космос может искусно скрывать свои секреты. Ну, например, за некой дымовой завесой. По крайней мере, на такую мысль наводят призрачные дымные кольца, которые заметили астрономы. Если говорить точнее, это огромные размытые круги радиоизлучения, висящие в небе. Очень яркая и уникальная находка. Но она не в топе астрофизических новостей. Возможно, потому что наука мало знает о том, какая сила раскурила космическую трубку мира. Эта небесная достопримечательность станет шестой, которую мы осмотрим во время экспедиции. Сперва исследователи засекли один из кругов и не смогли его идентифицировать. Никто раньше не видел в космосе ничего подобного. Вскоре нашли второе кольцо. А затем еще несколько. Сначала ученые серьезно не отнеслись к этому открытию, а потом вообще не захотели о нем заявлять. Но почему? Структуры настолько неинтересны для науки? Или они предвестники страшной катастрофы, и нас просто решили не пугать? На самом деле история заурядная и без элементов хоррора. Просто ученые подумали, что странные кольца — лишь артефакты изображения. Возможно, ошибка программного обеспечения. Но дальнейшие исследования с помощью нескольких радиотелескопов подтвердили реальность фото. Тогда таинственные кольца официально вывели в научный свет. Их назвали ORC, что означает «нечетные радиокруги». Природа же странных дымовых колец осталась неясна, и ученые стали искать их источник. Что если на снимках запечатлены гигантские лепестки радиоизлучения, которые астрономы видят в радиогалактиках? Эти облака вызывают струи электронов, вырывающиеся из окрестностей сверхмассивной черной дыры. Но такой сценарий вряд ли реален. ORC имеет отчетливую круглую форму, в отличие от запутанных облаков в известных радиогалактиках. Может, прозрачные кольца являются остатками сверхновой, такими себе облаками мусора после взрыва звезды в нашей галактике? Тоже не подходит. Таинственные структуры далеки от большинства звезд в Млечном Пути, и их слишком много. А вдруг это кольца радиоизлучения, которые иногда наблюдаются в галактиках, слишком быстро рождающих звезды? Ответ опять отрицательный. Ученые не видят в том регионе ни одной галактики, которая может быть местом столь активного звездообразования. Тогда не украсил ли себя космос кольцами Эйнштейна? Так называют отражение света кольцеобразной формы с помощью гравитационного линзирования. В них радиоволны из далекой галактики изгибаются в круг под влиянием гравитации галактического скопления. С ORC в этом сценарии опять мимо. Они слишком симметричны, и ученые не видят скопления в их центре. Загадочные облака в небе, как оказалось, не похожи ни на один объект, известный астрономам. Возможно, для разгадки придется вторгнуться в совершенно неизведанную область. Речь идет о вещах, которые могут существовать, но пока не наблюдались. В пример исследователи приводят мощные ударные волны от какого-то взрыва в далекой галактике. Такие катастрофы могут иметь отношение к быстрым радиовсплескам или столкновениям нейтронной звезды и черной дыры, которые генерируют гравитационные волны. Существует и еще более экзотическая версия. ORC имеют шанс оказаться горлом червоточины в пространстве времени,
которая ведет в другое измерение. Пока астрономы ищут ответ, в их поле зрения попадают все новые призрачные кольца. В целом же их количество теоретически оценивается примерно в 1000 или даже больше. В 2026 году космическая ювелирная коллекция пополнилась невероятным экспонатом. Этот ORC выпускает самое мощное радиоизлучение и находится намного дальше других колец. Его астрономы заметили в 7 миллиардах световых лет от Земли. Новый странный радиокруг получил очень длинное и сложное имя. Назовем его сокращенно RAD-J131-346. Он состоит не из одного кольца из плазмы, а двух, которые пересекают друг друга. Но самое странное, что оба объекта не являются полностью круглыми, в отличие от всех остальных. Каждое кольцо растянуто примерно на 300 тысяч световых лет. ORC также окружен более слабым излучением. В итоге вся система размером превышает 1 миллион световых лет, в 10 раз больше Млечного Пути. ORC выпускает самое мощное радиоизлучение среди всех известных и находится дальше остальных. В центре пересечения двух плазменных колец находится компактная галактика с центральной сверхмассивной черной дырой. Астрономы считают, что странный объект мог быть создан ударной волной от сверхмассивной черной дыры, или же кольца вырезал в пространстве мощный галактический ветер, который возник после слияния галактики и черных дыр в их центрах. Более точные ответы ищут телескопы по всему миру. Сложность изучения ORC в том, что они очень слабые, их чрезвычайно сложно заметить и изучить. Хотя в космосе есть еще более скрытная субстанция, которую обнаружить в обычной жизни вообще невозможно. Это не что полная пустота или вакуум. Мы его не видим и не ощущаем. Попробуйте, например, просто хлопнуть рукой по пустоте. Понятно, что никакого эффекта не будет, но только с нашей точки зрения. На самом деле в вакууме происходят фантастические вещи, и некоторые из них сулят беду. Неудивительно, что ученые стараются скрыть подобные моменты от обсуждения. Однако мы, опытные путешественники, не испугаемся опасности. Для нас она станет 7-й загадкой, которую стоит разобрать. Как можно защититься от пустоты и чем она может угрожать? Чтобы ответить на вопросы, нужно лучше понять суть вакуума. Его можно сравнить с таким себе бурлящим коктейлем из субатомных частиц. Они постоянно возникают, уничтожаются, а затем как зомби воскресают вновь. И так без конца. Этот удивительный круговорот определяется квантовой природой частиц. Электроны, фотоны – гораздо большей и сложной структуры квантового поля. Каждый вид оснащен отдельным квантовым полем. У электронов оно свое, у фотонов тоже и так далее. Когда поля вибрируют, появляются частицы, которые исчезают во время затишья. То есть то, что мы называем частицами, является локализованной вибрацией квантового поля. Такие колебания происходят постоянно, даже если их силы недостаточно для создания частицы. Получается, что настоящего вакуума не существует. Он из чего-то состоит, а также обладает собственной энергией и порой бывает крайне опасным. Представьте, что вы космонавты и исследуете околоземное пространство. Внезапно вас по какой-то причине выбросило из шлюза космического корабля. Что бы случилось с вашим телом без защитного скафандра? В НАСА говорят, что в течение нескольких минут наступила бы ужасная смерть. Все жидкости внутри тела закипели бы, а само оно раздулось. Космический вакуум также вытянул бы воздух из ваших легких, и вы бы задохнулись в течение нескольких минут. Но человек для вакуума – легкая и мелкая добыча. Пустота, вероятно, не прочь поохотиться по-крупному. Вся Вселенная – вот на какой приз она претендует. По крайней мере, так некоторые ученые объясняют один очень странный феномен. На краю Вселенной массово тухнут галактики. Почему, точно неизвестно. Возможно, в этом виноват вакуумный распад. Но как пустота, которая вроде бы не обладает особой силой, может справиться с целой галактикой? Вот какое объяснение дают исследователи. Сейчас мы существуем в мире, где энергетический уровень стабильный. По-научному это состояние называют ложным вакуумом.
и сравнивают его с равниной. Однако, возможно, когда-то из-за некой встряски или другого события на этой равнине возникает энергетическая впадина. В результате уровень энергии во Вселенной снизится до минимума. Тогда ложный вакуум начнет распадаться, уступая место истинному. И этот процесс уже начался. Именно он превращает галактики на окраинах Вселенной в ничто. Правда, это далеко не идеальное объяснение катастрофы. По наблюдениям астрономов, галактики тухнут медленно, а вакуумный распад должен происходить со скоростью света. К примеру, он уничтожил бы Землю всего за несколько секунд. Но в любом случае не стоит переживать за нашу планету. Даже если в конце Вселенной и начался вакуумный распад, до нас он доберется через миллиарды лет. Наряду с этим существует и более кошмарный сценарий конца света, потому астрономы мало о нем говорят. Знакомство с загадочным вселенским хоррором станет нашей 8-й целью. Но мы начнем не со вселенских масштабов, а с нашего Млечного Пути. Известно, что вместе с соседней Андромедой он движется к центру местной группы галактик в сверхскоплении Дева. И это только начало долгого пути. Куда галактики затягивает мощная воронка гравитации, которая наблюдается в той области Вселенной? Вся компания летит в центр сверхскопления Ланиакея. Зоной притяжения в середине этого мегакластера выступает сверхтяжелая гравитационная аномалия под названием Великий Аттрактор. Его диаметр составляет около 300 миллионов световых лет, а центр находится на расстоянии около 147 миллионов световых лет от Земли. В этой области, за облаком газа и пыли, астрономы отыскали большое сверхскопление из тысяч галактик Норма, массой примерно в 1000 триллионов солнечных. После этого, казалось бы, исследователям удалось четко распределить зоны притяжения в регионе. Но позже появилась сенсационная новость. Рентгеновский анализ космоса показал, что в районе Великого Аттрактора намного меньше галактик по сравнению с первоначальной оценкой, а его масса составляет лишь 1/10 от ранее заявленной. Большая часть видимых галактик Великого Аттрактора оказалась далекими призраками. Они появились в зоне аттрактора в результате смещения Малмквиста. Этот эффект заключается в том, что яркие и очень далекие объекты попадают в карты более близких участков неба. Впрочем, в любом случае масса Великого Аттрактора по всем оценкам недостаточно велика для притяжения местных скоплений галактик. Но что тогда влечет их в центр Ланиакеи, где находится суперкластер Норма? Ученые начали искать структуру с более мощной гравитацией и вскоре добились успеха. В 650 миллионах световых лет от Земли исследователи открыли грандиозное сверхскопление Шепли, которое состоит аж из 17 скоплений. Гигант имеет такую огромную массу, что даже ее цифру трудно вообразить. 10 миллионов миллиардов солнечных масс. Сверхскопление Шепли, по сути, является самым массивным образованием в пределах миллиарда световых лет. Сканируя небо в поисках самого старого космического света, спутник ESA Planck сделал уникальные снимки центральной части сверхскопления Шепли. Горячий газ, пронизывающий кластер, ярко светится на фото в рентгеновских лучах. Самые большие розовые пятна показывают два скопления галактик – Абел 3558 справа и Абел 3562 слева. Между ними видны несколько меньших галактических групп. Кроме того, ученые создали модель удивительной структуры, которая находится в противоположном направлении от сверхскопления Шепли. Там астрономы обнаружили область чрезвычайно низкой плотности – дипольный отталкиватель. Кажется, что все небесные тела объявили бойкот этому подозрительному региону или по какой-то причине просто боятся к нему приблизиться. На самом деле дипольному отталкивателю нечем пугать галактики. Он не может отшвырнуть от себя эти гигантские толпы звезд. Просто сверхскопление Шепли уводит от него все космические объекты благодаря своей безумной гравитации. Правда, есть версия, что некая сила все же отбрасывает галактики от дипольного отталкивателя. Только доказательств этому пока нет. Но даже открытие колоссального сверхскопления Шепли не распутало гравитационный клубок в районе Великого Аттрактора. По оценке профессора Мэтью Коллиса, часть скорости Млечного Пути по-прежнему невозможно объяснить.
Исследователь пришел к этому выводу, сложив силу гравитации скоплений Дева, Великого Аттрактора и сверхскопления Шепли. Получилось, что наша галактика должна двигаться медленнее, на 50 км в секунду. Профессор Коллес связывает нехватку составляющих этой скорости с загадочными структурами, скрытыми за Млечным Путем. И, возможно, ученые уже нашли по крайней мере одну из них – сверхскопление Вэлла. Гигант прячется за толстым покровом пыли и газа на расстоянии 840 миллионов световых лет от Земли. Он простирается примерно на 370 миллионов световых лет и включает около 100 тысяч галактик. Каждая сияет в небе сотнями миллиардов звезд. Гравитация гиганта, возможно, объяснит разницу между реальной скоростью Млечного Пути и той, которую вызывает расширение Вселенной. Однако даже с учетом протяжения Вэллы, наша галактика все равно движется чересчур быстро. И ученые продолжают искать скрытые источники гравитации, выяснять природу собственного движения Млечного Пути, а также других галактик местной группы. Например, тут может быть замешана темная материя. Ее невидимые скопления также способны притягивать своей гравитацией галактики, как и массивные структуры из обычной материи. Впрочем, темная материя пока является лишь гипотетической, и найти доказательства этой версии невозможно. Тогда ученые предложили, что галактики может разгонять еще одна загадочная сила – темный поток. Так называют согласованное движение скоплений галактик к неизвестной массе вне видимой Вселенной. Именно эта гипотеза как бы отправлена на задворки научного мира. Хотя как раз она объясняет одну из основных загадок нашей галактики и вообще движение мегаобъектов мироздания. Признаки потока обнаружили ученые из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА, проанализировав данные зонда WMAP по более чем 1000 кластеров. Это очень масштабное исследование, которое охватывает значительную часть наблюдаемой Вселенной. Темный поток простирается на 2,5 миллиарда световых лет, устремляясь к Великому Аттрактору, а затем созвездием Центавра и Гидры. По одной из экзотических версий, странный темный поток даже связан с каким-то иным миром из гипотетической мультивселенной. Предполагается, что наше мироздание выросло из одного пузырька первичного энергетического поля. Из других пузырьков могло образоваться еще множество вселенных, подобных нашей. И темный поток возник в результате гравитационного притяжения какой-то массы из параллельного мира. Насколько реальной может быть гипотеза? Действительно ли наше мироздание затягивает в жуткую пропасть из другой вселенной? Судите сами. После изучения материалов спутника Планк группа исследователей заявила об отсутствии данных по темному потоку. А вот другой анализ, проведенный членом коллаборации Планк Фернандо Атрио Баранделла, подтвердил версию о его существовании. Девятое открытие, которое осталось незамеченным в научном мире, подсластит горечь перспективы утонуть в темном потоке. Оно показывает наше мироздание таким себе десертом, который любят многие на Земле. Авторы гипотезы считают Вселенную более вязкой, чем считалось ранее. Густой майский мед – вот с чем астрономы из США сравнивают мироздание. Не впервые в научном мире рисуют альтернативную картину всего сущего. Вселенная, темная жидкость. И теперь вот мед. Возможно, эта удивительная теория просто растворилась среди других, потому осталась практически без внимания. Каким мы увидим космос, согласно этой версии? Вязкость – мера того, насколько жидкость сопротивляется течению или изменению формы. Есть разница, когда вы наливаете воду или мед. Вот это как раз оно. Только в нашем случае речь идет об объемной вязкости самого вакуума, призрачном сопротивлении, которое возникает при расширении пространства. Это противоречит модели лямбда-CDM, которую ученые традиционно используют для описания Вселенной. В нем с ускорением разгоняет пространство темная энергия. Она представляет собой устойчивую, неизменную со временем силу, известную как космическая постоянная. Но все ли новые данные наблюдений за пространством согласуются с этой моделью? Исследования с помощью спектроскопического инструмента для изучения темной энергии DESI на телескопе в США ей отчасти противоречат.
Вернее, они указывают на что-то принципиально неверное в принятом понимании темной энергии. Наблюдения показали небольшое несоответствие между стандартными теориями и реальной наблюдаемой скоростью удаления от нас галактик. Объяснить данное расхождение авторы исследования предлагают путем включения в модель Вселенной пространственных фононов. В физике твердого тела фононы — это совместные колебания атомов в кристалле. Теперь ученые вплели их в саму ткань пространства. Продольные колебания, которые действуют как звуковые волны вакуума, могут быть ответственны за эффект вязкости. Он замедляет расширение космоса ровно настолько, чтобы устранить противоречия между наблюдениями и основной моделью расширения Вселенной. Как действуют эти крутые вселенские тормоза? По мере увеличения пространства фононы колеблются и создают давление, противодействующее разбегу галактик. Ученые считают, что модель очень точно соответствует показаниям спектрографа Деси. Кроме того, подобный сценарий потенциально решает некоторые проблемы космологической постоянной. Правда, пока это лишь предположение. Данные Деси все еще анализируются. Астрономы не уверены, является ли странная вязкость фундаментальным свойством Вселенной или артефактом текущих измерений. Нужно провести больше наблюдений, чтобы увидеть, действительно ли призрачные фононы управляют колебаниями космоса. Пока официальная наука по-прежнему представляет пространство таким же гладким, как считалось до сих пор. Но каким бы важным для понимания всего сущего не было это открытие, в топе нашего путешествия будет другое. Куда мы полетим в поисках своей 10-й цели, в любом направлении и на какое угодно расстояние. Ученые скрывают от нас весь космос, вернее его истинный внешний вид. Спойлер, это не связано с каким-то злым умыслом или пренебрежением к непрофессионалам. Все дело в особенностях нашего зрения. Человеческий глаз не способен увидеть большую часть цветов Вселенной. 3 типа колбочек сетчатки различают короткие, средние и длинные световые волны. Так что мы улавливаем лишь узкую полосу широкого спектра электромагнитного излучения. При этом человек совсем не видит рентгеновское, ультрафиолетовое, микроволновое, а они значительно заполняют и рассвечивают космос. Цвета могут отличаться в зависимости от того, какую длину волн использует телескоп. Возьмем, к примеру, туманность кошачий глаз. Google выдаст нам по запросу множество ее версий в разном цвете. Например, это составное изображение использует данные 3 больших обсерваторий НАСА. Рентгеновская от Чандры показана синим, оптическая Хаббла – красным и желтым, а инфракрасная Спитцера – фиолетовым. Если определен химический состав объекта, это тоже учитывается при создании цвета. Так, например, сделан культовый снимок Хаббла «Столпы творения». На нем показана туманность Орла на расстоянии 8500 световых лет от Земли. Мы видим потрясающие разноцветные колонны из облаков газа и пыли. Их подсвечивает интенсивное ультрафиолетовое излучение молодых звезд. Каждый элемент представлен отдельным цветом, соответствующим палитре Хаббла. Сера показана красной, водород зеленым, а кислород синим. Но можно ли говорить, что эти цвета соответствуют истине? Тоже не совсем. На самом деле спектр волн кислорода зеленый, а серы и водорода красный. Чтобы можно было отличить серу от водорода, цвет последнего был сдвинут в сторону зеленого сегмента, кислорода же к синему. Без такого раскрашивания все туманности показались бы нам просто бесцветными, размытыми сгустками газов и пыли. Так реальны ли краски на астрофотографиях? Одновременно и да, и нет. Цвета на раскрашенных снимках демонстрируют химический состав космического объекта или области во Вселенной. Это помогает ученым увидеть, как взаимодействуют газы в космосе, а также дает информацию о формировании звезд и галактик. Хотя технические цвета не то, как восприняли бы наши глаза эти небесные объекты, раскрашивание фото из космоса все же и не выдумка. Просто цвет придает красоту астроснимкам, показывает части Вселенной, недоступные для человеческого восприятия. Так что ученые напрямую не скрывают от нас свои достижения. Ну, хотя бы потому, что астрономия и астрофизика – одни из самых прозрачных и открытых наук. Исследователи постоянно публикуют итоги своих работ в научных журналах
Их информация общедоступна, и ее очень много. Только миссии и проекты НАСА принесли больше 100 петабайт данных. Это примерно можно сравнить с 20 миллиардами фото со смартфона. Неудивительно, что какие-то из них становятся сенсацией, а другие остаются в тени. К тому же некоторые результаты и их толкования могут оказаться слишком поспешными, вызвать панику или излишний ажиотаж. Процесс научного открытия требует тщательной проверки и подтверждения перед публикацией. Только надежные факты дадут реальную картину Вселенной и откроют для нас, космических путешественников, новые потрясающие маршруты.